История океанского круизного лайнера «Америка». Судно «Америка» был океанским лайнером и круизным лайнером, построенным в Соединенных Штатах в 1940 году для компании United States Lines и спроектированным известным американским военно-морским архитектором Уильямом Фрэнсисом Гибсом. За 54 года, прошедшие с момента ее постройки до крушения в 1994 году, он носил множество имен. Судно «Америка», носившее это имя 3 раза в течение своей карьеры, также известный как «Звезда Америки», военный транспорт Вест-Пойнт, и Аустралис, Италис, Ноуга, Алфердос и American Star. Он служил в первую очередь в пассажирских перевозках Америки и австралийцев под греческим флагом. Судно «Америка» был заложен в соответствии с первым контрактом морской комиссии 22 августа 1938 года в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, компанией Newport News Shipbuilding. Он был одним из немногих океанских лайнеров, интерьер которых был разработан женщинами, нью-йоркской фирмой Смит и Оркартент Марквелд. Богато украшенный декор лайнеров прошлого был оставлен в пользу более современного и неформального дизайна. Целью было создать атмосферу жизнерадостности и утонченного шарма. Круизный лайнер «Америка» был запущен 31 августа 1939 года и спонсировался Элеонорой Рузвельт, женой тогдашнего президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта. Ее двоюродный брат, Кермит Рузвельт, был одним из основателей United States Lines. Согласно первоначальному проекту, судно «Америка» перевозил 543 пассажиров первого класса, 418 туристического класса, 241 человек третьего класса. Экипаж составлял из 643 человек. Длина судна 220 метров, ширина 28 метров, скорость 22,5 узлов. Внутренние помещения были спроектированы архитекторами Эгос и Хиггинс, чтобы соответствовать современному американскому дизайну с использованием нержавеющей стали, керамики и синтетики. В 1939 году началась Вторая мировая война. Так как поначалу США соблюдали нейтралитет, то по бортам «Америки» для распознавания были нарисованы американские флаги большого размера. Тем не менее, 3 января 1941 года были проведены работы по размагничиванию корпуса во избежание поражения морскими минами. 22 мая 1941 года судно «Америка» был реквизирован военно-морскими силами США. В это время судно находилось возле острова Сент-Томас в Карибском море. Лайнер был направлен обратно в Ньюпорт-Ньюс для переоборудования в военный корабль. В то время на судне «Америка» работали под прикрытием двое нацистских шпионов – Франц Йозеф Стиглер и Эрвин Вильгельм Сиглер. Они передавали в Германию информацию о передвижениях судов и о военных приготовлениях в районе Панамского канала. Позже они были раскрыты ФБР. Стиглер и Сиглер были приговорены к 16 и 10 годам тюремного заключения соответственно. 1 июня 1941 года был подписан приказ о назначении Америки военным транспортом и о ее переименовании в Уэст-Пойнт. В тот момент судно находилось в Норфолке, Виргиния, где его перекрасили в камуфляжный цвет и заварили иллюминаторы. Кроме того, было установлено несколько зенитных орудий и увеличено внутреннее пространство корабля. 16 июля 1941 года судно Уэст-Пойнт проследовал в Нью-Йорк-Сити, где взял на борт сотрудников закрывшихся немецкого и итальянского консульств. 23 июля судно прибыло в Лиссабон. После того, как там высадились граждане Германии и Италии, Уэст-Пойнт вывез в США сотрудников американского и китайского консульств. 8 и 9 ноября 1941 года в Галифаксе, провинция Новая Шотландия, корабль взял на борт 241 человек офицеров и 5202 солдат. После этого Уэст-Пойнт вместе с 5 другими военными кораблями отправился в Индию в составе конвоя HS-124.
Капитану судна Фрэнку Келли был отдан приказ проследовать в Сингапур. Вскоре выяснилось, что на пути следования корабля находятся отмели. Из-за этого пришлось судну сбросить балласт и слить часть запасов пресной воды для обеспечения безопасности. По дороге судно также зашло в Батавию и забрало оттуда нескольких беженцев. 30 января 1942 года капитан был проинформирован о том, что корабль будет использован для перевозки австралийских войск из Суэца в Сингапур и для эвакуации из Сингапура на Цейлон британских подданных. После прибытия в пункт назначения, британское командование попросило судно Уэст-Пойнт эвакуировать 786 человек в Бомбей. После выполнения задания судно Уэст-Пойнт направился в Суэц, где взял на борт австралийские войска для переправки в Юго-Восточную Азию. Но после того, как 15 февраля Япония захватила Сингапур, а 4 марта Яву, необходимость в австралийских войсках отпала. Тогда судно Уэст-Пойнт отправился в Австралию и высадил войска в Аделаиде и Мельбурне, после чего направился в Сан-Франциско. В мае 1942 года судно перевезло солдат в Веллингтон, после чего вернулось в Нью-Йорк. В ноябре Уэст-Пойнт прибыл в Бомбей, после чего был направлен в Окленд. 31 января 1943 года судно прибыло в Сан-Франциско, где простояло до 16 февраля. После этого судно перевозило войска в Бомбей-Суэц, Касабланку-Массаву, Рио-де-Жанейро и Аден. В январе и феврале 1944 года судно несколько раз перевозило различные грузы в Нуме и Годалканал, после чего прибыло в Бостон, штат Массачусетс. Затем Уэст-Пойнт совершил 5 рейсов в Великобританию. В декабре 1944 года корабль отплыл в Оран, затем в Касабланку и в Марсель. В 1945 году после капитуляции Германии судно Уэст-Пойнт принял участие в операции «Волшебный ковер», перевезя из Европы в США американских военнослужащих. После своего последнего рейса в Гавр корабль проследовал в Нью-Йорк 7 февраля 1946 года. 22 февраля он был направлен в Хэмптон-Роудс, где был освобожден от воинской службы. Затем он проследовал в Ньюпорт-Ньюс, где был переоборудован обратно в пассажирский лайнер и переименован в Америку. За время своей службы судно Уэст-Пойнт перевез 350 тысяч военнослужащих, больше, чем любое другое судно. В 1944 году оно поставило рекорд по перевозке – 9305 человек за один раз. Послевоенная карьера Америки была успешной, хотя и без особых событий. Наконец, она смогла пройти по маршруту Нью-Йорк, Гавр, Бремерхафен-Коп. Для многих любителей кораблей он был самым красивым оформленным круизным лайнером под американским флагом. Меньше и изящнее, чем его гораздо более быстрый товарищ по флоту United States, который дебютировал в 1952 году. После 1955 года он продолжал плавать по маршруту США-Европа, по крайней мере до 1960 года, но также обслуживал тропические порты, такие как Бермудские острова и Карибские острова. Он совершил 14 трансатлантических рейсов в 1962 году и 8 в 1963 году, но начиная с сентября 1963 года стоял на стоянке в Хобокене в течение 5 месяцев в результате забастовки. В 1964 году Америка была продана греческой компанией Chandris Group, которая переименовала судно в Австралис. Послевоенное бегство эмигрантов из Европы в Австралию стало прибыльным рынком для пассажирских судов, не способных привлечь внимание к торговле предметами роскоши. Позже судно было тщательно переоборудовано. Было установлено около 350 дополнительных кают, и многие существующие каюты получили дополнительные спальные места, что увеличило ее пассажировместимость с менее чем 1200 до 2258 человек. Первый рейс был из Саутгемптона 21 августа 1965 года в Австралию и Новую Зеландию через Пирей и Суэц,
а затем вернулся в Саутгемптон через Тихий океан, Панаму и Майами. После закрытия Суэцкого канала в 1967 году Пирей перестали использоваться в качестве порта захода, и он отправился на юг через Кейптаун. 22 октября 1970 года на камбузе вспыхнул пожар, в результате чего около 3 часов 45 минут утра были отключены системы кондиционирования воздуха и выхлопные системы от мостика и порта палубы. На следующий день его потушили, но рейс задержали из-за ремонтных работ. 11 июля 1974 года судно «Австралис» столкнулся с авианосцем «Мельбурн» в бухте Порт-Джексон. Оба судна получили незначительные повреждения. Человеческих потерь не было. Судно «Австралис» оставался единственным лайнером, совершающим рейсы в Австралию и Новую Зеландию вплоть до ноября 1977 года. В 1978 году он был снят с них. Он был популярен как круизный лайнер, несмотря на то, что основной задачей «Австралиса» была перевозка эмигрантов. Через какое-то время судно «Австралис» был продан нью-йоркской компанией Venture Cruises, которая вновь переименовала судно в Америку. Корабль был перекрашен в бело-синий цвет. Америка отправилась в первый круиз 30 июня 1978 года. Однако ее переоборудование не было завершено к моменту плавания. Судно было в крайне плохом состоянии. Груды грязного белья и изношенных матрасов, повсюду груды мусора, резкий запах кухонных приготовлений пищи, моторного масла и сантехники. Кроме того, вода в потолочных трубах протекала и капала по всем палубам. Наряду с этими многочисленными проблемами технического обслуживания, попытки привести судно в порядок привели к другим проблемам, таким как множество слоев краски, видимых на внешних переборках корабля, а также на шлюпбалках и механизмах спасательной шлюпки. Кроме того, общественные помещения на борту были небрежно перекрашены, как отделка американской нержавеющей стали была затем покрыта мазками кисти. Из-за избыточного бронирования и ее незавершенности несколько пассажиров взбунтовались, вынудив капитана вернуться в Нью-Йорк, едва миновав Статую Свободы. При стыковке было выгружено 960 пассажиров. Наконец, 3 июля 1978 года Америка отправилась в 5-дневный круиз в Новую Шотландию. По прибытии она получила претензии на $2,5 миллиона от пассажиров. Дальнейшие проблемы привели к отмене всех дальнейших рейсов, и 18 июля 1978 года Америка была арестована за неуплату долгов. Судно «Америка» также получило 6 баллов из возможных 100 по оценке Службы общественного здравоохранения США. 28 августа 1978 года суд постановил продать корабль с аукциона. Чандрис Групп купила судно «Америка» за $1 миллион и переименовала ее в «Италис». Летом 1979 года корабль использовался как гостиница. Затем он совершил 3 круиза из Генуи и Барселоны в Египет, Израиль и несколько средиземноморских стран. После окончания круизов в сентябре 1979 года «Италис» был направлен в Пирей. В 1980 году судно было продано корпорации Интеркоммерс. Из «Италиса» планировалось сделать плавучую тюрьму. Однако по неизвестным причинам в 1984 году судно «Италис» был перепродан компанией Silver Moon Ferries, которая переименовала его в «Альфердос». Находясь в собственности Silver Moon Ferries, прорвавшаяся трюмная труба привела к затоплению машинного отделения и некоторых помещений для экипажа. Из-за быстрого крена ее якорь по правому борту был поднят, а якорь по левому борту срезан, и судно было быстро выброшено на берег, чтобы не допустить его затопления. После откачки и ремонта ее вернули на прежнее место. В конце 1980-х годов корабль был продан на металлолом за $2 миллиона. Однако после демонтажа шлюпбалок и шлюпок работы были приостановлены.
В феврале 1993 года корабль был снова продан для последующего переоборудования в пятизвездочный отель в Пхукете, Таиланд. В августе судно было переименовано в «Звезду Америки». Также был произведен демонтаж винтов. В декабре 1993 года судно «Звезда Америки» покинуло Грецию на буксире «Нефтегаз-67». В Атлантическом океане «Нефтегаз-67» и «Звезда Америки» попали в шторм, во время которого порвался буксировочный трос. На лайнер было послано 6 человек с «Нефтегаза-67», чтобы закрепить запасной трос, но их попытка не увенчалась успехом. После этого на помощь вызвали еще 2 буксира, но сделать ничего не удалось. 17 января 1994 года экипаж «Звезды Америки» был эвакуирован вертолетом. 18 января корабль сел на мель возле Фуэртевентуры, Канарские острова. В то время как шло судебное разбирательство между владельцами судна, буксирными и страховыми компаниями, «Звезда Америки» разломилась на 2 части. 6 июля 1994 года «Звезду Америки» признали 100% уничтоженной. В 1996 году кормовая часть корабля окончательно развалилась и затонула. Носовая часть осталась на берегу, привлекая многочисленных туристов и фотографов. В ноябре 2005 года носовая часть завалилась на левый борт. После частичного разрушения каркаса в октябре 2006 года «Звезда Америки» полностью рухнула. В апреле 2007 года правый борт корабля полностью развалился. Это послужило причиной того, что большую часть лайнера смыло в океан. В настоящее время на поверхности не осталось ни одной части корабля, а обломки рассеяны под водой.